Представители знака зодиака Телец, тельцы мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Узнай, чего ждать, что придет в вашу жизнь или что случится, как все обернется и в целом, как изменится ваша жизнь, мои дорогие. Вот давайте узнаем, у нас две сегодня колоды карт. Основная колода это колесо года. И мы не ставим каких-то временных рамок по разным причинам, но, наверное, потому что в первую очередь мы все разные. И в основном три транзита планетарных, которые влияют на всех нас, на наше качество жизни, на то, что мы пересмотрим наши планы, безусловно, эпохальный период. Мы в нем проживаем, хотим мы этого или нет. И планета Плутон уже теперь на долгий период времени в знаке зодиака Водолей находится, это на 20 лет. Первый транзит, второй транзит это у нас планета Нептун, который находится в знаке Рыб, и это самое благоприятное место пребывания для Нептуна. Но в ноябре у нас до 7 числа ретро, еще Нептун, а уже с 8 прямое движение, но опять же в знаке Рыбы. И Нептун это всегда некоторая иллюзия. Избавление может быть как прозрение от каких-то иллюзий, или хотели мы осуществить, тут мы понимаем, что надеяться не на что. Или мы забыли о какой-то своей мечте важной. А теперь мы себя спросим, а почему я забыл или забыла? И в вашем знаке зодиака планета Уран, мои дорогие тельцы. Это тоже очень важно, потому что Уран в ретро-движении по 30 января. И далее останется в вашем знаке, но уже перейдет в прямое движение. И Уран опять перемены. Вот какие-то жизненные метаморфозы могут с нами быть с ноября, конца ноября, и где-то с заходом на 2025 год, январь, февраль и даже март. Давайте узнаем, какие события ожидают своего часа и на пороге вашей жизни. Как изменится ваша реальность и с чем или с кем это будет связано. Судьбоносный период, эпоха, вот в которой мы с вами проживаем, сам по себе может означать некоторые неожиданности. Будем к ним готовы. И переход Плутона как раз в Водолей меняет статусы, меняет наши цели, меняет как и возможности, так и карьеру. Может быть, социум для кого-то или направление наших интересов. Много эмоций нас ожидает в этот период. И как и радостных, так и не очень. Поэтому мы будем с вами реалистами. Итак, какие вопросы мы с вами зададим? Важное событие. Или чем запомнится вам этот период? Что нового войдет в вашу жизнь, мои дорогие тельцы? Что завершится или от чего вы откажетесь сами? Достанем карту Таро «Неожиданность» этого периода. Что вас будет радовать или что вам будет помогать? Что может помешать осуществлению задуманного? Событие, которое изменит вашу жизнь, мои дорогие. Как все обернется. Как изменится, опять же, ваша жизнь. И, может быть, как изменитесь вы. И далее я хочу достать. У нас сегодня новая колода, которую пару недель назад я недавно приобрела. И мне она, это оракул, мои дорогие. Льи Анджели Дель Куоре. Ангелы сердца. Да, это оракул именно. Ну, как мини-руководство к действию. И больше, конечно, о личной жизни эти карты говорят. Но мы у них спросим совет. И в то же время, если они дадут совет по личной жизни, я знаю, для многих сейчас это актуально. А также буду благодарна вам, если вы напишите, может быть, как вам вообще эта карта проигралась, или в принципе, насколько это актуально, потому что есть у меня намерение сделать отдельный расклад вот именно с этим оракулом. Ну и я вам, конечно, благодарна вообще, мои дорогие тельцы, за комментарии, за ваше участие, за вашу душевность и искренность. Итак, одну карту как совет достанем, дальше посмотрим, какой же совет вам дадут карты. Что же за важное событие вас ожидает, семья, мои дорогие? Дом, кстати, перемещение, покупка-продажа может быть дома, решение финансовых вопросов или все то, что касается финансовой вашей стабильности, может быть по части банков, согласований важных документов или куда-то переезда, или семейные какие-то вопросы,
Вообще это карта счастья, это карта прибыли, это карта, когда мы остаемся довольны. Что за важное событие, что-то очень важное у вас решится, мои дорогие, от чего вы прочувствуете момент полного счастья или, ну, по крайней мере, полного довольствия в том плане, что вам действительно это приятно. Вы понимаете, как и уверенность чувствуете в сегодняшнем дне и понимаете, что есть эта стабильность на день завтрашний. Давайте, что же нового войдет в вашу жизнь, мои дорогие? Ух ты, арканом Иерофант, это у кого-то вплоть до свадьбы может быть запросто. Или я допускаю, мы все же все разные. И у кого-то могла быть грустная, увы, история, когда прежние отношения не сложились по разным причинам. И может быть сейчас, на данный период времени, вы как раз проходите суды, но, значит, в этот период суды завершатся, больше ясности. Тогда вы прочувствуете некоторое облегчение, что, ну, все уже как бы это завершилось. Может быть, это как новое вы почувствуете освобождение от прежних уз. Может быть и так. Или еще какие-то важные согласования. Тут могут быть покупка недвижимости, правда, дела, решения вопросов важных по документам, которые касаются дома. Может быть, это важное согласование с высокими чиновниками. Вы можете изменить статус, в принципе, как и по личной жизни, так и по работе. И вот обе эти карты, они как раз о благополучии, причем о таком, котором в квадрате, я бы сказала. Или когда не просто что-то хорошее, да, входит в вашу жизнь, а когда вы это еще оформите через бумаги. И вдвойне будете чувствовать, с одной стороны, облегчение, освобождение или наоборот, уверенность. Вы останетесь довольны. Вот поэтому для вас этот период, мои дорогие тельцы, начиная со второй половины ноября, как мы смотрим, и с заходом на 2025 год, январь, февраль, март, очень важные месяцы жизни. Что завершится или от чего вы откажетесь сами? Ну, от такого вообще все завершают и все отказываются. Пятерка мечей, первая победа. Какие-то споры, какие-то распри, какое-то выяснение отношений, какая-то ерунда. Может быть, когда было недопонимание. Ну вот во всем будет поставлена точка, то, что со знаком минус. В принципе, что самое плохое, оно уходит. Может быть предательство, или люди какие-то сложные, или те люди, на кого мы не можем понадеяться, или все же жизнь, она не прибавит полностью предсказуемо. Может быть, конфликт какой-то завершится, когда вы друг другу сумеете лучше понять или проговорить какие-то правильные свои позиции, найти, точнее, правильные слова, чтобы быть понятым. Счастье, когда тебя понимают. Вот здесь, если было какое-то недопонимание, причем на таком серьезно глобальном уровне, скорее всего, здесь будет в этих распрях, конфликтах просто поставлена точка. Либо сам по себе конфликт исчезает вместе с человеком, такое тоже могу допустить, либо какая-то, если была неопределенность, недосказанность, то здесь тоже ее не будет. Вы сумеете проговорить и быть услышанным и правильно понятым. Неожиданности. Ну вот какая-то, вот знаете, как червь сомнений, семерка мечей, карта обольщения, вот есть и неожиданности, да. Вы где-то можете не доверять партнеру, и причем по партнеру по личной жизни, или, допустим, это может касаться партнерства в бизнесе. Есть какая-то тройственная ситуация, когда вроде и доверие есть, а вот оно уже пошатнулось. И я так думаю, в неожиданностях вы можете, допустим, как-то неправильно воспринимать, хотя у нас вверху, я почему говорю неправильно, потому что вверху у нас как раз карта благополучия. Но, может быть, вы понимаете, что человек такой есть. Может быть, это касается вашей личной жизни. Человек очень общительный, ваш партнер. Ему нравится быть в центре событий, ему нравится всем улыбаться. Но это еще не значит, что он каждую, допустим, персону рассматривает как потенциального претендента на руку и сердце, например, да, или каких-то более тесных контактов. Это ничего не значит, все-таки это в неожиданностях. Ну а для кого-то из вас все-таки может быть такая ситуация, когда, ну, вот подобное что-то может быть. В целом семерку мечей называют картой вора. Поэтому будьте внимательны, все же деньги есть, деньги будут, нам об этом сказали, но не просчитаться. Тут ведь
обольщение само по себе. Не обязательно ведь это какая-то личная жизнь, история любовная. Здесь вас просто могут на что-то уговорить, мои дорогие. А у вас с деньгами все хорошо. Кто-то может деньги в долг попросить. Причем под каким-то таким видом, под ваше хорошее настроение. Потому что у нас девушка показана, которая положила голову на плечо своему спутнику. Она даже закрыла глаза. Она не видит, что происходит. Вот в чем может быть неожиданность? Какая-то тайна вскроется для вас, мои дорогие, или чему вы словно не видели или не придавали значения. Вот такое вы можете с этим столкнуться. Я просто все максимально описываю ситуации, что может быть именно как неожиданность по этой карте. Хотя я должна сказать, что это вы ведь можете быть любым из этих трех персонажей. Вы можете быть как в роли этого кавалера, и вы прочувствуете неожиданно внимание к вашей персоне, что вы нравитесь. Или, мои дорогие девочки, вслед вам мужчины оборачиваются, может быть и так. Вполне вероятно, ведь это лишь карта, перекладывайте на себя. Это вы можете обольщать. И вот такое, мои дорогие, тоже может быть. Это вы теперь, может быть, прежде вас заставлял партнер что-то подобное чувствовать. И теперь вы сами понимаете, что надо же, словно что-то в пространстве сместилось или поменялось, или уплотнилась реальность. И теперь вся история какая-то, которая была в отношении меня со знаком минус, а теперь наоборот что-то подобное. И я уже в таком статусе оказываюсь. И такого я тоже не отрицаю. Но все-таки с этой картой нужно быть аккуратнее, потому что чего-то мы не должны проморгать, прошляпить, мои дорогие. Вот как неожиданность есть то, что может, с одной стороны, вас приятно удивить, с другой стороны, где-то просчитаться, особенно если мы говорим карта вора по части финансов, что-то проморгать или согласиться на какой-то вариант, который для вас будет неприемлемым. Знаете, с деньгами все же будьте аккуратны, раз эта карта выпадает, или подписывая те или иные важные документы. Просчитывайте, надейтесь на себя. Задавайте себе вопрос, если я останусь один на один с той или иной ситуацией, я что буду делать? И вот если вы четко знаете, что вы будете делать, на 3 пункта, раз, два, три, ну тогда, может быть, и стоит попробовать. А если вы ответов не имеете, тогда держите дважды руку на пульсе или 2 руки на пульсе, насколько это возможно. Хорошо, давайте спросим, что же вас будет радовать, мои дорогие? Ну, правда, семейная жизнь будет радовать. Королева чаш любящего человека карта. И значит, это и вы, ваша любовь, эмпатия. Ну и в отношении вас тоже. Семья вас будет радовать, мои дорогие. Дети вас тоже могут радовать. Или какие-то приятные новости от ваших родственников. Может быть, от родственников даже партнера. В целом, это когда вся семья в сборе, за большим столом. Такое тоже может быть. У вас десятка пентаклей выпадает. Но много эмпатии, много приятных эмоций. Причем таких добро искренних. Вот это вас будет как и радовать, и где-то помогать. Семья, кстати, может помогать тоже. Давайте, что может помешать осуществлению задуманного? Прекрасная карта. И пусть не в этой колоде карта заслуженного успеха. Но тем не менее, ведь по этой карте требуется мужество, настойчивость, терпение. С одной стороны, вам не занимать этих качеств, но с другой стороны, первый шаг – и нам человек изображен, он не в восторге от того, что ему приходится куда-то отправляться. Он просто понимает, что мне нужно делать первый шаг. Вам может быть сложно сделать первый шаг, принять какое-то очень важное решение. У вас может быть много чувств, много эмоций, много каких-то недоверий, кстати. Вот 7 мечей. Что-то вы не сумеете на раз, два, три просчитать, что я буду делать, если я окажусь в какой-то патовой ситуации, когда мне никто не может прийти на помощь. А тем не менее, 6 мечей тебе говорят, тебе только вперед. Потому что вот эта выжженная земля какая-то или опустошенная, там как будто все, что могло быть хорошего, там все состоялось. Там нет перспективы. Там как степь какая-то пустая. Вы там не построите ничего доброго и, может быть, не найдете какого-то своего счастья, если мы пересматриваем на личную жизнь. Мои дорогие, вот как в анекдоте, я не знаю, вы о чем, но ехать надо. Вот вам как будто действительно ехать надо. Но нам всегда страшно сделать этот первый шаг. И на последующий мы ведь тоже должны все же рассчитывать сами.
на себя. Поэтому вы просто можете от чего-то отказаться. Ну вот как-то так. Ладно. Событие, которое изменит вашу жизнь. Или как все обернется. По королеве мечей это карта независимости. Это карта рационализма. Очень холодная карта рационального человека. И королева мечей обладает даром интуиции. И даром таким, когда она задумала какой-то свой план и рассчитывает сама на себя. Поэтому у нее никто не мешает. Никто не знает, что она собирается осуществить. Поэтому вот совершенно другие энергии вам понадобятся. Может быть, как и отплыть от этого прежнего берега, аллегорически говоря, чтобы увидеть какие-то подводные камни, рифы, чтобы сохранить финансы, сохранить взаимопонимание, оформить какие-то документы. И по части как раз мечи, это у нас воздух, пространство, и часто проходит смена статуса, ваш статус может меняться. Или когда вы решитесь на что-то, вам придется быть, может быть, среди нового социума, среди тех людей, с которыми, ну, вы не можете быстро установить взаимопонимание. И вы будете так немножко, может быть, внутренне настороже ожидать подвоха. Или когда для кого-то из вас переезд очень далеко, и люди говорят на разных языках. Я вот вполне такое могу предположить. Отсюда и рождается как раз сомнение, неуверенность. И кажется, что сейчас мне тут что-нибудь эдакое, с чем-то я столкнусь, с какой-то нечестностью. И просто потому, что я не могу понять человека. Вот такая ситуация у кого-то, пусть не у всех, но может проиграться. Но помним, что, наверное, удача, успех в принципе любят тишину, поэтому если рассчитываете сами на себя, где-то продумываете, вам придется продумывать шаг за шагом какой-то свой путь или жизненную траекторию, то самое главное не оборачиваться назад. И где-то не настаивать на своем. А если есть какие-то принципиально важные темы в вашей жизни, то их лучше хладнокровно обсудить, проговорить, найти какое-то взаимопонимание или точку сборки. Давайте посмотрим, что же будет менять вас или как изменится ваша жизнь. Даже не сомневайтесь. Пусть идти вперед придется, но оно того стоит. Мои дорогие тельцы, тут какая-то игра стоит свеч. И по восьмерке пентаклей нам конкретно говорят: работай, у тебя все получится. Или у тебя не хватит терпения, или ты победишь. Вот так. И поэтому и деньги где-то обещают быть, нам уже об этом сказали. Но это еще карта прогресса, когда вы можете свое творчество продвинуть. Когда к вам может прийти популярность, мои дорогие тельцы. Особенно среди вас много творческих людей. Какой-то ваш проект. Или пусть вы специалист, эксперт в своей профессии, значит, о себе надо миру заявить, у вас карта Иерофант, чтобы больше людей о вас узнали. Или, может быть, вы пишете музыку, пишете книгу, развиваете. Вот здесь ваше творчество просто на ура. Это будет сразу и ваше. Вы меняетесь, понимаете? Это другое состояние души, когда, если вы раньше были как в каком-то обособленном состоянии, или сами усидчивостью своей, напористостью где-то в положительном смысле продвигали свой проект, или развивали свое творчество, то теперь это будет оценено окружающими. Поэтому, но ведь об этом нужно заявить, и где-то заявить о себе по королеве мечей вам, может быть, и придется. И вы можете создать какой-то шедевр, даже так. И вы бы станете благодаря этому, может быть, популярны. Или какое-то продвижение, допустим, по вашей работе, по вашему творчеству, тут тоже вам приносит признание и успех. И признание, успех, и деньги, и работа, мои дорогие тельцы, это все будет. А тот, кто из вас просто ищет работу, как раз вы ее можете найти. И я тогда скажу: поищите работу совсем не в тех сферах жизни, деятельности точнее, или направлениях, где вы прежде, может быть, искали. Ну, к примеру, какую профессию привести? В пример, допустим, бухгалтерия, да, ну, самое банальное. Вы бухгалтер, экономист, и вы работали, может быть, ну, где-то в госорганах, или вы работали
где-то считает, там, я насколько знаю, в бухгалтерии ведь тоже кто-то зарплату считает, кто-то материалы ведет. Хотя я не бухгалтер, я тонкостей не знаю, могу ошибиться. Не будьте ко мне строги. Так вот, вы можете попробовать себя, к примеру, пойдя работать куда-то, считая то же самое или что-то подобное, может быть, курсы пройти. Но сфера юриспруденции, сфера медицины, допустим, да, как-то вот не совсем узко себя видеть, а именно расширить. И это касается практически любой профессии. И работа будет найдена. И, может быть, настолько будет неожиданно где-то, как и заработок, так и признание вас как специалиста, так еще и продвижение какое-то вперед будет. Поэтому на работу, на деньги, ну и на семью-то, собственно говоря, тоже. Но есть какие-то страхи. Но это всего лишь наши эмоции. Давайте откроем карту совет. Совет оракула. Ну, мои дорогие тельцы, карта примирения. Конкретно какой-то человек возвращается в вашу жизнь. На протяжении последних моих раскладов я уже неоднократно говорила, что да, тут могут, как и люди, с которыми прежде были контакты или дружба, но потом по какой-то причине наши связи, контакты были нарушены, мы не слышали, не видели друг друга, и вот тут человек какой-то с новым пониманием возвращается в вашу жизнь. И, в принципе, это касается не только личной жизни, но это может быть и по работе, и по бизнесу, какие-то другие ключевые партнеры к вам могут вернуться. И поверьте, для чего-то они вам нужны. Или и вы им нужны, или какое-то взаимодействие прекрасное может иметь шикарное продолжение. У вас очень хороший расклад. Поэтому не отталкивайте, наверное, от себя, к примеру, даже какую-то историю. Ну, это, как я вижу по картам, решать будете вы сами, мои дорогие. Но даже если прежде какой-то был минус, в отношениях вы друг друга не поняли. Может быть, и были какие-то отношения, для вас был дорог человек, поступил как-то очень некрасиво, обидел вас. Может быть, есть смысл поговорить и что-то продолжить, мои дорогие. Вполне вероятно и так. Мне хочется, тем не менее, достать еще одну карту. То есть человек какой-то возвращается. Так вот, дайте ему возможность не уходить, может быть, или остаться. Давайте достанем еще одну карту. Как совет. Очень скоро, мои дорогие, вы должны решить, что же вы хотите, чтобы это произошло как можно скорее или прямо сейчас. То есть, видимо, какая-то нерешительность. Мы с вами сказали по шестерке мечей. Трудно отплыть от этого берега, и вы просто что-то можете упустить. Вы можете долго сомневаться, понимаете? А может быть так, а может быть эдак, а может быть лучше бы по-другому. Будьте реалистичны. Ваш знак зодиака более чем рационально реалистичный. Но, может быть, держите вот эту синицу в руках, чем журавля в небе. И будет какой-то, значит, пункт, момент, может быть, в этот период, когда вы чего-то не должны упустить. Не раздумывайте слишком долго, и тогда сама судьба будет поддерживать вас. Тут ведь с учетом карты Иерофант. Вам как по судьбе. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые тельцы. Я вас люблю искренне. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.